Всем большой привет, дорогие друзья! Привет. Вы на канале «Не без разницы» С вами Лёша. и Стас. А почему так одухотворенно? А я объясню. Потому что я периодически иногда представляюсь, и это звучит как-то странно. Ну, мы такие здороваемся, ты говоришь, я Стас, и я такой, а я Лёша. Да, бывает такое, да. Как-то это иногда так звучит. С вами Стас и Лёша. Да. Поэтому я решил как-то так пободрее представиться сегодня. Но это было очень вдохновляюще даже как-то. Прям так. Ну и отлично. На такой позитивной ноте мы начинаем. Ну, конечно, такие леса шикарные просто не могут не вдохновлять. Мне очень нравится, на самом деле, Гранит Фоллс. Как-то хочется сразу побыстрее самим на природу поехать и поохотиться за какой-нибудь сумасшедшей бабулькой, которая устраивает вообще кавардак среди леса и местных жителей. Поэтому, собственно говоря, мы возвращаемся к Бетти, чтобы вернуться к приключениям. Но дело в том, что когда это дополнение, этот игровой набор в поход вышел, я не особо оценил Гранит Фоллс. Как-то мне показалось тут довольно скучновато. А вот сейчас, когда мы с Бетти сюда поехали и стали находить вот эти записки от бабушки, дневники, искать насекомых, растения, травы, развивать траволечение и делать разные снадобья и зелья, мне показалось это очень интересным. Ну и природа мне здесь нравится. Ты знаешь, в любом деле нужен энтузиазм. Если как-то подойти так скучно, обыденно, то, конечно, и ничего интересного не будет. А вот если применить фантазию, креатив, С душой. и с вдохновением, то, конечно, все будет намного интереснее. Итак, что там у нас с Бетти? Ну и Бетти у нас тоже довольно такая душевная. Бетти у нас, как обычно, счастливая. Наконец-то погода наладилась. Бетти прибыла в Гранит Фоллс. Время сейчас 9:30 утра пятницы. Наконец-то хорошая погода. Вот просто я прям счастлив, что у Бетти нету ни грозы. Подожди, не надо так торопиться. Я уверен, сейчас пару часиков, пару капелек упадет, а потом начнется ливень, ураган и все, что тут Может Бетти быть. сопровождает. Может быть такое. Посмотри, как Бетти пришел лесничий. И она хочет с Бетти поговорить о чем-то. Что она нам может рассказать? Кажется, она просто села отдыхать. Так, что-то они вместе сели. Такие, подожди-ка, вот, узнать информацию про лагерь. Но а что она здесь может нам интересного сказать-то? Мне кажется, Бетти тут уже все леса Гранит Фоллс знает. И родители Бетти. Наверное, пока родители следили за Бетти, Смотри, они тоже выучили все леса здесь. Что Да. тут видим? В последнее время мы часто видим здесь медведей. Будьте аккуратнее. Да это медведям стоит Так, поберечься. да. Потому что Бетти вышла на тропу... чего на тропу? Охоты на медведей? Бетти уже с медведями здесь встречалась. Да, их пугало, их заставляло играть с ней в покер или во что там она играла. Ну да, в карты они поиграли. Да. А смотри-ка, у Бетти хотят купить картину, которую она выставила на продажу в Продавито. И давай она сразу ее отправит. Хотя бы тоже денег немного Кстати, ты подзаработает. обрати внимание на мысли Бетти. Что она там по поводу медведя Вот, думает? кстати, да, она хочет Смотреть на звезды с форель. Монтгомери. Хочет с И медведем. ей лесничая предупреждает О, Ну, здрасте, приехали. ладно, Бетти поговорит с отцом, он звонит узнать, наверное, как у нее дела. Бетти скажет, что она отправилась в отпуск в Гранит Фоллс. Знаешь, я вот до сих пор не попадусь больше на уловку отца, когда он найдет очередной повод приехать нас навестить, и такой, ой, мне надо срочно подарок какой-нибудь подарить, и яблоко в итоге подарит. Да. Вот это я больше не проведет он меня. Нам, кстати, написали в комментариях к предыдущей серии, что Бетти надо заводить друзей, чтобы родители, может быть, тогда не так часто ее отвлекали от ее насущных занятий и дел. Мне кажется, это не спасет Но ее. посмотри, на самом деле у Бетти друзей уже достаточное количество. Это медведь. Форель. Я замер просто и такой показываю Стасу пальцем такой, что это? Да, она дружит с медведем, и без своего облачения он выглядит так. Мне намного больше нравится в облачении. Это ее соседи. Это моя любимая подружка. Это цыганка, да. Мы к ней всегда можем прийти потанцевать. И Лора. Они, по-моему, у нас в арт-центре познакомились, где, который как ангар, старый лесопильный склад. Вроде бы они там как-то немножко там они пересеклись и стали познакомились. общаться. И мы всех их добавили
в кролик общения, и вот у них отношения там сами возрастают каким-то образом. Ну что, Бетти пора отправляться собирать насекомых, пополнять свои запасы, потому что она сделала очень много разных зелий, и у нее истощились ее запасы. Закончились, надо поднабрать это. Мы же так еще и не закончили, какое-то нам надо было зелье. Да, мы не смогли сделать какое-то зелье, но мы его не сможем сделать, потому что для этого зелья бабушка написала Друида, в по-моему, надо. в своих Или что-то дневниках. такое. Да, там нам нужна трость, которая выводится только в убежище отшельника. Ну, хорошо, значит, мы пока пособираем насекомых. А потом мы отправимся с Бетти в баню Гранит Фоллс, Да, как бабушка и говорила. Да, насладимся водными процедурами, а может быть, там и какое-нибудь очередное приключение случится. Ох, ну намаялась Бетти, конечно, побегала вдоволь, аж напряженная. Снова она потратила весь день на то, чтобы пополнить запас. Аж ты посмотри, как хлопнула холодильником. Ну, конечно, она очень напряжена, потому что у нее досуг вообще очень сильно упал. А что, ей было не весело искать насекомых? Я не знаю, Букашечек почему и всяких. она вообще такая привередливая. Мне кажется, это очень весело, бегать по лесу и искать каких-то насекомых. Ну, может быть, эти развлечения остались далеко позади в детстве. Потому что, вот, например, мне бы в детстве... Слушай, я же в детстве собирал всяких и гусениц, и жуков, и... Ну, я, кстати, тоже. Ну, мы как их собирали? Мы вырезали там какие-то пластиковые бутылки, там их домики делали. Мы их не мучили, мы их выращивали. Так что все нормально у нас с насекомыми было, никакого жестокого обращения не было. Вот, но в детстве, да, это было весело. Так что Бетти чего недовольна, я не понимаю. В общем, Бетти опять нашла пыльного духа. Она нашла также богомола, бабочку, булавника. Проще В общем, сказать, чего она не нашла. пособирала много всего. Мы пока не смогли отыскать какого-то там... Огненного муравья, да. да, мы никак не можем его найти. Он где-то здесь в окрестностях должен водиться, но Вот что-то бегаем, как-то бегаем. не попадается. Все он нам. прячется от нас. Может, мы ей купим все-таки третий том травлечения? Ей прям совсем чуть-чуть осталось изучить этот навык. Подожди, а первый том? Ей нужен третий том уже, чтобы она до конца довела этот навык. Подожди, это же том, когда нам бабушка еще говорила: эх, Бетти, ты растяп. А, или мы это говорили. Она забыла книги, когда поехали мы сюда. Да, она тогда забыла свою книгу. Вот сейчас как раз Бетти Не то, может чтобы она и заняться. почитала ее. А почему, Бетти, ты не можешь взять отсюда книгу? Ну давай положим тебе ее в багаж. Вот. Теперь-то ты сможешь ее почитать? Потому что как раз если Бетти прочтет книгу, у нее еще и досуг повысится от этого. Ну и, соответственно, навык травлечения. Она будет у нас такой прям этой магистркой зельеварения. Нет, вот мы с тобой тоже такие же растяпы, как и Бетти. А в чем дело? Не повышается у нее навык от этой книги. Ей нужно, видимо, самой уже доводить его до конца, доводить до ума, до 10-го уровня. Потому Без что, книг? Да, представляешь? Ну, тогда долой. Давай продадим эту книгу на Продавито. На Продавито мы ее тоже не продадим, но вот Как на столе для распродажи вполне можем. Да что ж такое? С этими книгами просто сплошные какие-то неудобства. Ну ладно, хорошо, обязательно нам нужен стол. В конце концов, родители у Бетти всегда, мне кажется, смогут купить книгу. Они же обязательно будут идти невзначай мимо распродажи. Да. Как будто просто мимо проходили. Может быть, чего и прикупят. Ну, тогда Бетти ложится спать. Вот это утречко. Бетти не с той ноги явно встала. Но ничего, Бетти, ничего страшного. Сегодня же праздник. Да, сегодня наступил интересный день потасовки на районе. Вполне можно встретить какого-нибудь медведя и навалять ему. Что нам надо выполнить? Просто устроить потасовку, да? Да. Отлично. Мне кажется, это поднимет Бетти настроение.
Хотя Бетти не так уж и голодна, и но досуг повысится. пусть все равно перекусит и посмотрит телевизор, чтобы повысить свой досуг. Ну, ладно, раз наступил такой вот необычный день, все-таки традицию этого дня, я думаю, мы выполним. Ну, не хочется мне упускать этой возможности. Очень не хочется. Тем более и Бетти должна привнести какой-то вот вклад в эту историю леса. В конце концов, и потом для ее внучек будут слагать истории о том, что вот была такая бабушка, потом опять бабушка, которая устроила тут драки. Устраивала драки в лесу. Да. Должна же быть у Бетти какая-то своя собственная уникальная история. А вот и медведь собственной персоной. Посмотри-ка, он еще и скучает, стоит здесь. Пора немножко, наверное, его все-таки встряхнуть, да? Думаю, да. А посмотри, они что-то все какие-то напряженные ходят. Ну, смотри, зато они уже и не напряженные, они уже чуть более заинтересованные стали. Вот как весело Бетти время проводят. Ну, она там радуется. И еще и победила. И всем им понравилось, и как еще и хорошо. обнялись теперь все. Молодцы. Давай еще разочек. Еще раз подеремся. Ну да, она традицию до конца-то еще не выполнила. Надо много драться. Ну, несколько раз надо все-таки подраться. А может, с кем-нибудь еще тогда подеремся? Ну, может быть, по пути в баню она еще встретит какого-нибудь медведя. может, их огреть. Чего они стоят и вялятся? Лесничего? Да, давай с лесничей. Вот это вот бодрое утро. Вот это мне нравится. Вот, смотри, и Форель даже начал радоваться, веселиться. Ну сколько же... Все, наконец-то мы традицию выполнили. Ну и после хорошей драки, конечно, надо обняться. Ну что ж, Бетти. О, слушай-ка, а у Бетти же должна быть специальная мазь от насекомых, да? Она же готовила много мазей. Давай Она ей сейчас нужна? Да, помажемся, потому что Бетти будет сейчас бегать дальше по лесу. Ну что, отправляемся тогда в бане. Конечно, драка это дело пыльное, и надо с себя все это смыть и расслабиться, отдохнуть. Так что в баньку прямиком. Итак, Бетти Багглс прибыла в баню Гранит Фоллс. Знаешь, я, конечно, вот почему-то мне не нравится выражение «погода шепчет». Вот почему-то я не понимаю, что же она такое шепчет. Но, глядя на вот эту вот сегодняшнюю погоду здесь, тоже хочется применить это выражение. Погода действительно прям-таки шепчет. Смотри, как солнечно, размеренно, уютно. Прям вот вообще благодать. А посмотри, это прям как настоящая лесная баня. Баня прям на свежем воздухе. Небольшая банька вот стоит с парной, откуда можно выйти, сразу нырнуть в горячий источник. Из бани в горячий источник? Либо в бассейн. Какой бассейн тут. Настоящее болотце прям-таки. Можно костер пожечь и отдохнуть в тени. О, Бетти, что-то я тебе позавидовал сейчас немножко. Иногда так хочется вырваться куда-нибудь на природу и тоже окунуться в горячий источник или вот в болото, например. Ну что ж, давай тогда смотреть, что здесь есть в этой бане. Может быть, Бетти тоже нужно, например, переодеться, закутаться в полотенце, раз уж она в баню пришла. Правильно, дресс-код надо соблюдать. А здесь стоит коробка. Сразу для Бетти. Предусмотрительно. Ну что ж, давай посмотрим. Итак, это очередная часть дневника бабушки Хельги, давай тогда его прочтем. Дневник Хельги Багглс, часть 4. Я сделала деревянную лошадку для моего нового друга. Медведь отнесся к ней скептически, сказав, что эта лошадка не похожа на ту, что была у него, но все-таки подарок принял. Теперь пришло время и ему сдержать часть своего уговора. Но прежде чем отправиться в убежище друида-отшельника, я решила привести себя в порядок и посетила знаменитую баню Гранит Фоллс с горячим источником. В парной банщик предложил мне ароматный пихтовый веник, но я отказалась и достала свой собственный веник из жгучей крапивы. Банщик вытаращился, открыв рот, пока я хлестала себя веником. Такого он не видел никогда. Именно этот веник привел меня в чувство. Но после такого крапивного массажа мне потребовался смягчающий бальзам.
Потом я отправилась в самую дальнюю местность Гранит Фоллс, заповедник, чтобы отыскать отшельника и попросить у него эликсир плодородия. Ну что ж, Ох, бабушка, как всегда, отжигает. Отхлестала себя самовеником из крапивы. А мне что понравилось, знаешь что? посмотри-ка, он тут с книгой бегает еще с какой-то. Надо посмотреть, что это еще за книга была. Мне тоже понравилось, как она достала свой собственный веник. А еще, знаешь, мне понравилось то, что медведь отнесся скептически к подарку бабушки. Я уверен, что она сделала лошадку примерно в таком же ключе, как и Бетти приготовила для того медведя. Помнишь, вот это вот... Да, скульптуру, да, лошади, ну такую уставшую лошадь. Уставшую, да. И явно эта усталость многовековая. Да, я думаю, что такая была. Что там за книга, кстати-то? Я все хочу посмотреть. Давай посмотрим. Банные процедуры. Ну-ка, Бетти, бери книгу, сейчас прочитаем. Тут уже кто-то ее прочитал. Наверное, остался не в восторге от этой книги. Там, наверное, тоже были лайфхаки, как отхлестать себя крапивным веником в бане. Я надеюсь, бабушка сейчас не скажет Бетти хлестать себя веником. Бетти решила... Ну, она вот прям вот на так. лестнице села. Давай посмотрим, что же это за банные процедуры. Автор Хельга Багглс. Бетти, ты не можешь себе представить ощущение от горячего источника Гранит Фоллс. Не теряй ни минуты. Побудь немного в парной, а затем сразу же окунись в бассейн с прохладной водой и позволь себе расслабиться в горячем источнике. Но поскольку ты находишься все-таки на природе, хочу тебя предупредить, что здесь очень много мошек и оводов, а кусаются они ой как больно. Поэтому пройдись по лесу, собери ингредиенты и приготовь смягчающий бальзам. Поверь, он тебе понадобится. Для бальзама нужны 2 ромашки, 2 базилика и 1 саранча. Удачи! Когда все сделаешь, обязательно посети музей дикой природы и найди мое послание среди экспонатов. Твоя бабушка Хельга. Слушай, ну Бетти у нас уже приготовила смягчающий бальзам. Значит, одним делом меньше. Но все равно нам надо насладиться горячим источником и сделать какие-то банные процедуры. Коли уж так завещала бабушка. Итак, Бетти кутается обратно в полотенце, и да, сейчас она отправится в парную, как бабушка и сказала. Ну, конечно, если Бетти пришла в бане Гранит Фоллс, как же здесь не посетить парную? Там вот кто-то уже расслабляется. Так что Бетти не отдохнет в уединении. Ну и да ладно. Сегодня день драк. Может быть, она и в бане устроит драку. Но она поговорит сейчас с ним, потому что, видишь, у нее все-таки общение постепенно уменьшается. Пусть она все-таки поболтает вот с посетителем бани. Ну, с ним, конечно, тоже можно подраться. А Бетти может рассказать ему про свою карьеру? Она же любит... А он что, еще и вампир? У Бетти выходит здесь такое действие брать про плохую кровь. Нет, я не хочу про плохую кровь врать, я хочу про карьеру рассказать. Но она может ему рассказать невероятную историю, ты представляешь? Тут вот бегала по лесу, наваляла медведю. Аж 2 раза. Ну что ж, Бетти попарилась в парной. Теперь самое время прыгнуть в бассейн. Может быть, она прям вот прыгнет отсюда. Это какая-то Бомбочкой. странная лестница такая, да? Угу. Во. Ох, как хорошо, сигануло. Ну, теперь надо что сделать? Ну пусть она немножко поплавает здесь. Слушай, как удачно все-таки Бетти в этот раз приехала. Отличная погода, еще и искупаться можно, потому что лето все-таки на дворе стоит. Погода такая, что даже вампиру не страшна. Посмотри, он просто залез в горячий источник и тоже наслаждается погодой. И не дымится даже, все у него хорошо. А Бетти тоже нужно в горячий источник пойти. Но перед этим надо еще, наверное, в душе искупаться. Слушай, вот это у Бетти все-таки отдых. Вот это расслабон. Да это просто вообще такое наслаждение. О, ну конечно, Бетти теперь счастливая. Жуков нет. Водичка приятная после бани. О, А, кстати, Бетти взяла с собой смягчающий бальзам. да наверняка забыла. Есть у нее с Очень собой. странно, я удивлен. Но это на всякий случай, мало ли. Ну что, пойдем тогда в горячий источник? Да, немножко ополоснемся. А то тут, смотри, всякая тина, какие-то листочки, еще что-то. Будем соблюдать правила гигиены, нормы приличия, ополоснемся и потом пойдем в горячий источник. Главное там, наверное, недолго сидеть, погода и так достаточно жаркая.
Ну да, на улице тепло. Ну, кстати, смотри, уже вечер, так что пик уже жары прошел, время хорошее. А потом, кстати, что мы... Мы отправляемся в музей дикой природы. Он, кстати, здесь недалеко находится. И это будет последний участок, который нужно Бетти посетить за период челленджа. Поэтому вот еще одно задание выполненное. Отправляется у Бетти в копилочку. Как она, смотри, распевается прямо и моется в шляпке. Хорошо, значит, мы сейчас быстренько в горячий источник, прям на чуть-чуть, и потом нам надо в музей, чтобы он еще не закрылся, правильно? Да. И все-таки смотри, какая у нас Бетти беспокойная. Вместо того, чтобы откинуться на камни, закрыть глаза и погрузиться в сладостные мысли, она все что-то смотрит, все высматривает, наверное, думает о... Она, наверное, насекомых каких-то высматривает. Да, вот посмотри, да, нервишки-то играют у нее. Ну, и понятно, что она, в принципе, высматривает насекомых. Она так и не собрала огненных муравьев. Кстати, пока Бетти расслабляется в горячем источнике, я предлагаю пойти и посмотреть, мало ли здесь появились какие-нибудь огненные муравьи поблизости. Вон что-то там... это солнечный зайчик. Вот они, слушай. Мы их нашли. Срочно. Бетти, Все, Бетти, бегом. все, ты не умеешь наслаждаться горячим источником, все равно ты... А тут еще и призрак какой-то пришел у нас. Что это за горячий источник такой, который собирает в себя и вампиров, и призраков? Кто там еще будет, интересно? Все, главное собрать этих огненных муравьев. Это вот как раз один вид насекомых, которого не хватало Бетти для своей коллекции, но остальные все вводятся в убежище отшельника, куда Бетти тоже следует в скором времени попасть. И, наконец-то, собираем мы их. Ох, цапнули Бетти тебя. Ну, собственно говоря, неудивительно, что огненные Вот муравьи... для этого, как и говорила бабушка, и нужен смягчающий бальзам. Давайте попробуем, да, воспользоваться им. Все. Отлично. И сразу мудлет дискомфорта у Бетти ушел. Ну что, тогда Бетти переодевается, и мы с ней отправляемся в музей дикой природы. Да, теперь культурная программа. Итак, это музей дикой природы. Вот посмотри, здесь даже башенка есть. Да с ты при чем телескопом. тут башенка? Ты посмотри, какой вид открывается с этой башенки. Какая роскошь. Вот Бетти нужно обязательно попасть будет на эту башенку и Озеро, насладиться видом. леса, горы. Я просто В восторге. в восторге. И так тоже бы хотел вот в такой музей с такой башенкой. Да, красота. А внутри музея полно разных Внутри я что-то экспонатов. не могу ничего разобраться, где что. Тут полно всего, посмотри. Так, Бетти, давай заходим и будем осматриваться. И смотри, тут действительно много очень видов насекомых, которых Бетти тоже уже собирала. А мы Можно себе их забрать посмотреть. можем? Ну, к сожалению, нет. Видишь, недоступно действие положить в багаж. Ну, тут вот книги лежат. Справочник скаута, между прочим. Он нас чему-нибудь научит? Вон еще стопка книг какая-то. Ну, просто там для капота эти книги. Интересно, а если справочник скаута почитать, действительно, можно чему-то научиться? Мне кажется, да. Наверняка. Так, это какая-то шкатулка пустая. Вот книга лежит. Звезды. А вот уже Хельга Баглс написала эту книгу. Специально для Бетти. Ну что, давай прочитаем тогда, что там бабушка, какое очередное послание оставила для нее. Или какой безумной историей она в этот раз хочет поделиться. Звезды. Автор Хельга Баглс. Бетти. Осмотри экспонаты и изучи насекомых. Знания о них тебе пригодятся. А затем, ближе к вечеру, заберись на самый верхний этаж, где стоит телескоп, и обязательно посмотри на звезды. Как же они красивы и притягательны.
Вдоволь насладившись зрелищем, поймай себе радужного светлячка. Это чудесное насекомое будет радовать тебя дома, твоя бабушка Хельга. Ну, радужного светлячка Бетти у нас уже поймала, и он действительно радует ее дома. И не только он, там еще полно других обитателей, которые радуют Бетти. О, Вот смотри, как огненные. выглядят огненные муравьи. Они похожи на маленьких крабов. Ну что ж, Бетти нужно теперь забраться на самую верхнюю точку в этом музее дикой природы и полюбоваться открывающимся видом и звездами. А нам справочник скаута не надо посмотреть? Ну так, на секундочку, что ж там вообще таится-то в нем? Ну давай попробуем прочитать. Мало ли Бетти обзаведется какими-нибудь новыми интересными знаниями. Пока Бетти читает, мы с тобой здесь тогда осмотримся. Лягуха, Полосатая баклажанная лягушка. бабочка, еще одна лягушка. Бабочка Данаида, это у Бетти уже есть. Посмотри, какая бабочка. Это вообще бабочка или что? Это я не понимаю. Это да, лунный мотылек. какой огромный. Вот такого экспоната у Бетти, между прочим, нет. Наверное, он обитает у друида. Вот это еще огненные. Вот тоже большая бабочка достаточно. Палочник это, да? Это палочник. Вот, трость. ну трость. Трость. Это один из ингредиентов, Как, который как неуважительно ты относишься. нужен был Бетти для какого-то зелья. Ингредиент. Но Бетти пока его еще не нашла. Он тоже в убежище отшельника обитает. А этот обитает в своем убежище, до которого Бетти не доберется. И так что он в безопасности, не Это станет ингредиентом. Светлячок у Бетти есть. Богомол тоже Бетти уже находила. Здесь у нас булавник и лягушка-лист. Но булавник у нас тоже был. Бетти тихо-тихо, аккуратненько поднимается на самую верхнюю точку. Ну, хотя стало темно, уже гор не видно отсюда. И самое интересное, она не может воспользоваться телескопом. Так, а взять мы его можем? Не может использоваться при размещении в доме. Значит, его нужно, наверное, спустить вниз. Давай спустим, посмотрим. Вот, давай ближе к берегу, чтобы вообще вот здесь, да. С другой стороны, оно и правильно, потому что нам бы перекрывало зрелище вот пару сосен, которые растут около этой башенки. А вот тут прям мы сможем насладиться звездным пейзажем. Но даже сейчас, когда наступила ночь, все равно посмотри, как красиво. Да, горы видно. О, очень красиво. Бетти, запомни этот момент. И хорошо, что небо безоблачное. Все-таки можно еще и на звезды действительно посмотреть. А так бы, знаешь, дождь шел, туманное небо было бы, и ничего бы мы не смогли увидеть. Так что, Бетти, тебе благоволит судьба. Посмотри, там еще и что это такое? Лебеди, да, плавают? Ну, наверное, утки. Или утки. Ну да, что-то белые утки. И как вода искрится в лунном свете. Ой, ну прям писателя какого-нибудь не хватает, который бы перенес всю эту красоту На на бумагу. строки, на бумагу и выразил это все в какой-нибудь поэме. Действительно красиво. Слушай, ну вот этот игровой набор в поход, наверное, теперь будет у меня одним из самых любимых. Мне прям очень здесь понравилось вместе с Бетти. А что? Всегда можно отдохнуть здесь. Устал на работе, устал на учебе, устал от какой-нибудь бытовых хлопот, от уборки, от готовки, да? Прямиком в Гранит Фоллс, снял домик, сходил в баньку и устроил себе вот такой вот детокс. Ну что ж, Бетти уже, наверное, достаточно посмотрела на звезды. Время 12 часов, и ей нужно еще по одному делу важному сходить. Итак, рыбалка на свежем воздухе. Автор Хельга Багглс. Бетти, когда ты смотрела на звезды, они напомнили тебе о матери? Если ты вдруг заскучала по родителям, приготовь рассеивающий грусть лосьон. Он снимет тоску. Для этого тебе пригодятся 2 бузины и 1 светлячок. Проведи эту ночь в палатке на берегу реки, а утром займись рыбалкой. Только представь, раннее утро, мелодичное пение птиц, журчание воды, только ты и природа наедине. Первую пойманную рыбу сохрани, сделай из нее чучело и повесь дома. Это символ твоего путешествия и напоминание о приятных днях, проведенных в Гранит Фоллс. Если удастся поймать горную крылатку, тоже сделай из нее чучело. Она станет твоим оберегом. Теперь ты готова посетить заповедную зону Гранит Фоллс. Твоя бабушка Хельга. Ну, в заповеднике Бетти уже бывала.
И знаешь, я вот здесь с бабушкой совершенно не согласен. Я думаю, что Бетти не успела соскучиться по родителям. Бабушка пишет, наверное, ты, когда смотрела на звезды, ты Да, заскучала по родителям. Ага, да, конечно, заскучала. Они каждый день просто... Сегодня их не было. Ну, отец... Он вчера появлялся. Слушай-ка, что-то с ними случилось, что ли? Поэтому Бетти совершенно точно не понадобится рассеивающий грудь лосьон, хотя она его умеет делать и уже делала, и он у нее, кстати, в багаже есть с собой. Но пока Бетти еще не заскучала, скажем так. Ну ладно, раз бабушка сказала провести эту ночь в палатке, так и сделаем. Бетти сейчас вытащит палатку. Ну и тем более, багажа. как Бетти устала уже, посмотри, до дома-то идти, да, еще больше сил тратить. А тут прям можно разложиться и спокойно лечь отдохнуть. Так что удобно. Ну, Бетти тогда будет ложиться спать. Бетти проснулась на свежем воздухе. И, как всегда, счастливая. Ну что, нам надо быстренько перекусить. Ну и пойти ловить рыбу, как бабушка и сказала. Вот, начался дождь. Вот я только что хотел, да. Слушай, ну вот как оно без дождя-то могло быть, да? Ну, как-то даже странно, что его так долго не было. Сколько мы гуляли? Целый день без дождя? 2 дня без дождя? Да, 2 дня без дождя Ну Бетти провела. это какое-то безумие. Вот, ну наконец-то дождь. А как же мы будем ловить рыбу тогда? Ну а что ты, в дождь никогда рыбу не ловил? Ну, тут прям сильный дождь начался. Ну, сейчас Бетти наденет что-нибудь непромокаемое, какой-нибудь плащичек. У нее есть в арсенале что-то такое. Она должна была быть готова, потому что лес, он всегда может повернуться не самой приветливой стороной. Ну, тогда она наденет одежду, в которой она занимается садоводством. Там как раз шляпка. А что, да, такая рыба, садоводство, это все большая. взаимодействие с природой, так что нормально. Но нам надо поймать рыбу, как сказала бабушка. Давай попробуем рыбную ловлю с наживкой, чтобы вот самая первая пойманная рыба стала у Бетти в доме чучелом. И не только самая первая, но и последующая тоже должна стать чучелом. Какая-то конкретная только, по-моему. Форель, что ли, какая-то? Нет, какая-то там крылатка. Горная крылатка, вроде так называется. Ну, это при условии, если Бетти все-таки сможет ее поймать. Да, это при условии, что Бетти ее сможет поймать, и я надеюсь, что все-таки нам будет сопутствовать удача в этом деле. Хотя вот мы пытались уже как-то рыбу ловить, это было не очень удачно. А вообще у Бетти остался последний день отпуска. Ей завтра придется возвращаться обратно к себе домой. Ну и как раз это очень даже хорошо, потому что завтра будет понедельник. У нее останется 1 день на то, чтобы разобраться с комплексом мер. Нам нужно убрать вот эту вот меру, которая у нее в районе действует, страшная. Да, она нам мешает вести распродажи, в конце концов. Да, из-за которой все ошалевшие ходят. Безумные какие-то, да. Ну смотри, вот последний день отпуска, и как лес расстроился. Плачет. Из-за того, что Бетти скоро уезжает. Вот, кстати, Бетти поймала рыбу окунь. Ну, я думаю, наверное, достаточно, да? Рыбу поймала. В качестве трофея, да, вполне себе. И вот мы наконец-то в лесу Гранит Фоллс. Снова. Но сейчас Бетти приехала, здесь шел легкий дождик, такой в солнечную погоду, и он наконец-то прекратился. Ну, сейчас Бетти даже немножко подсохнет, потому что намокла под дождем. Вот Ну, и переоделась. да, она переоделась и теперь уже не мокрая. Ну что, здесь, по нашей задумке, Бетти ожидает последняя часть дневника бабушки. И давай сразу ее прочитаем. Тянуть не будем. Кстати, смотри, там какие-то бабочки летают. Вон, наверное, мы сможем их еще прихватить по пути. Да, и раз Бетти сюда приехала в лес Гранит Фоллс, здесь возле водопада нужно попытаться еще поймать драконовую стрекозу. Ну что ж, давай прочитаем последнюю часть бабушкиного дневника. Что там она у нас пишет? Дневник Хельги Баглс, часть 5.
Дорогая Бетти, я знаю, что когда-нибудь ты прочтешь этот дневник, и мы еще вместе посмеемся над моими приключениями, которые я пережила лишь ради того, чтобы ты появилась на свет. Я нашла убежище друида. Им оказался неразговорчивый старец, от которого я не смогла добиться желанного эликсира плодородия. Он тактично попросил меня удалиться из его убежища, а я засела в кустах и стала выжидать. И именно тогда я поняла, что выловить своего лосося мудрости не получится. Он уплывет от меня в любом случае, потому что любой навык приходит только с опытом. Я ждала и наблюдала, изучала каждое его движение, каждый ингредиент, который он брал в руки, чтобы создать какое-то снадобье. Тогда, подражая ему, я тоже стала находить растения и травы. Я пробовала их на вкус и преисполнялась разных чувств, от мучительной изжоги до сладостного умиротворения. Ложный сморчок, как я заметила, заставлял растения плодоносить. Шалфей придавал телу бодрости, пчелиные крылышки пользовались спросом у огненных муравьев. Те приносили их в дар своей муравьиной королеве, производящей потомство. Я вдруг поняла, что смешав эти ингредиенты, я получу заветное снадобье. Тогда твои родители смогут наконец дождаться появления в семье своего первенца. Но мне чего-то не хватало, какого-то особого ингредиента. Однажды ночью в убежище отшельника я заметила блуждающие волшебные огни. Один из них сам попал в варево, и тогда зелье было готово. Отшельник оценил мои старания. О чудо! Он предложил мне то, чего я совсем не ожидала. «Мне осталось немного», — сказал он. «Но этому лесу, этим растениям нужен травник». Через год я уже жила в его хижине и наслаждалась уединением. А ты, дорогая Бетти, уже вовсю исполняла рулады в своей кроватке и мешала спать родителям. Я знала, что ты найдешь меня, внучка. Добро пожаловать в мой мир. Теперь я тоже могу назвать тебя травником, как старец-друид назвал и меня когда-то. Жду не дождусь нашей встречи. Твоя любящая бабушка Хельга. Ну что ж, это означает только одно, что Бетти теперь предстоит отправиться в убежище друида, в убежище отшельника, встретить его, познакомиться с ним. Ну, и тогда... Это так мило, такое доброе бабушкино послание. Я там знала, что ты вот уже будешь там кричать и вопить в своей крохотной кроватке. Бабушка смогла все-таки приготовить эликсир плодородия, ради которого она и приехала в Гранит Фоллс, чтобы узнать рецепт этого зелья. Вон, смотри-ка, светлячки. Какая бы ни была бабушка безумная немножко и нестандартного поведения, а все равно какая целеустремленная. Добилась все-таки своего. И ей это все-таки удалось. Вот так вот Бетти и появилась на свет. И теперь она тоже вот такой вот травник. Еще немножко, и Бетти скоро станет уже настоящим друидом. Ну, я, кстати, согласен с бабушкой Хельгой. Бетти уже вполне можно назвать травником, потому что, посмотри-ка, она уже достигла практически 10 уровня в навыке траволечения. Вот она, драконовая стрекоза, нужно ее обязательно поймать. И приготовила очень много разных зелий, мазей, средств. Сколько Поэтому... ее всех покусало, и насмотрелась она на всяких насекомых, кто-то ее жалил, кусал, поэтому она прошла настоящие жизненные испытания. Фу, какая гадость, какие огромные богомолы. Прошла путь друида, можно так сказать. Ой, ужасные большие насекомые, это мне не понравилось. Кстати, здесь есть черта характера привереда. Хорошо, что мы не выбрали эту черту характера Бетти. Бетти бы тогда у нас не смогла собирать всех этих насекомых. Я бы с такой чертой характера точно не смог бы быть вот эти... О! Звонит мама, точнее пишет сообщение Бетти. До меня дошли слухи, что вы любите подраться. Следите за своим поведением, если не хотите создать себе сомнительную репутацию. Да, Бетти-то хорошенечко провела прошлый день. Драк устроила предостаточно. Вот, но я говорю о том, что да, хорошо, что Бетти у нас не привереда, потому что всех этих огромных насекомых, которые иногда вызывают какие-то панические состояния, я бы не смог собирать, например. Ну что, давай искать тогда убежище отшельника. Вот где-то здесь должен быть вход. Вот. Я думаю, наверное, все-таки тут. Да, скорее всего, это вот это. Ну, я так и думал, что это должна быть какая-то пещера в отдалении. Да, Бетти, правильно. Ну что ж, мы начинаем исследовать пещеру. Момент X.
Мое путешествие по Гранит Фоллс наконец увенчалось успехом. Я нашла то самое убежище друида, о котором так много рассказывала бабушка в своих дневниках. Уютная лесная хижина, небольшой сад, стрекот насекомых и пение птиц. И все это в лоне природы. В этой части леса царило такое сказочное умиротворение, что на секунду мне самой захотелось остаться тут, вдали от шумного города. И вдруг я увидела, я не помнила бабушку. Когда она решилась уединиться в лесах Гранит Фоллс, я только-только появилась на свет. То ли чистый воздух вскружил мне голову, то ли у меня всего-навсего разыгралось воображение. Увидев в убежище друида эту милую старушку, заглянув в ее изумрудные, как у меня, глаза, я сразу же поняла, что это она и есть. Моя бабушка. Я верю, что нет ничего сладостнее первой встречи после долгой разлуки. Мы рассказывали друг другу обо всем сразу и никак не могли вдоволь наговориться. Когда я, смеясь, описывала свои приключения в Гранит Фоллс, на глазах бабушки выступали слезы. Она вспоминала, как сама впервые посещала те же места, и эти путешествия подарили ей море впечатлений. Не знаю, что ждет меня дальше и куда приведет путь, который я выбрала, но главное, мы теперь вместе. Главное, что наша семья вновь воссоединилась. Но это еще не конец приключений Бетти Багглз, а всего лишь завершение одной из глав в ее путешествии. Несмотря на то, что она уже встретилась с бабушкой Хельгой, у нее еще есть невыполненные задания. Да, например, теперь ей нужно пригласить отшельника, отшельником у нас оказалась бабушка Хельга, пригласить к себе в гости на несколько дней. Так сказать, показать бабушке, как Бетти поживает в городе, одна, без родителей, как справляется с домашними делами. Похвастаться своим садом, в конце концов, с коллекцией насекомых, которых Бетти собрала, и множество мазей, которые она уже тоже успела приготовить. А еще устроить специальную вечеринку, пикник с жареными сосисками. Можно это сделать как раз тогда, когда бабушка приедет к Бетти в гости. Ну да, но это уже в следующей серии. А на этой трогательной встрече мы заканчиваем эту серию. Благодарим вас за просмотр. Оставайтесь с нами на канале Не Без Разницы. И поддержите нас, пожалуйста, лайком и комментарием. Это нам будет очень приятно. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка находится на экране в описании к видео и в комментариях. До следующей серии. Всем пока. Пока.